10 молодых людей собирались посвятить себя в священники, когда все внезапно прекратилось. Таинственный мальчик стал свидетелем чего-то по-настоящему странного. Сколько себя помнит, в церкви Святого Петра был один мальчик. Он всегда появлялся один, никогда ни с кем не разговаривал и тихо сидел в глубине церкви, погруженный в свой собственный мир. Прихожане беспокоились о мальчике. Его происхождение было неизвестно, а мысли оставались загадкой. И все же в нем было что-то странно притягательное. Всегда одетый в белое, с длинными темными волосами и пронзительным взглядом, мальчик, казалось, понимал то, чего не могли понять другие. Он часто делал загадочные заявления, которые ставили прихожан в тупик. Некоторые верили, что он предсказывает будущее, в то время как другие считали его просто эксцентричным. Как бы то ни было, его присутствие было постоянным напоминанием о тайнах, которые находятся за пределами нашего понимания. Его имя и происхождение остались неизвестными, но его загадочное присутствие в церкви подчеркивало необъяснимые явления этого мира. В ту субботу в церкви состоялась церемония рукоположения в священники, и прихожане уже с нетерпением ждали ее. В день рукоположения церковь была полна волнения и предвкушения. 10 человек, одетых в белые одежды, стояли перед алтарем. Они собирались стать священниками и отправиться в священное путешествие. Прихожане с восхищением наблюдали за тем, как эти люди готовились посвятить свою жизнь служению своей вере. Все 10 мужчин были молоды и красивы, им не терпелось стать священниками. Каждый из них готовился к этому моменту, учился и посвятил себя своему духовному призванию. Церемонию возглавил епископ, уважаемый человек в общине. В его словах звучали мудрость и авторитет, когда он руководил 10 будущими священниками во время церемонии. Атмосфера была торжественной, и прихожане с благоговением наблюдали за происходящим, осознавая важность этого события. Были вознесены молитвы, даны благословения и торжественно даны обеты. 10 человек стояли перед алтарем, их сердца были полны преданности и глубокого осознания цели. Они и не подозревали, что этот день изменит все, превратив их посвящение в таинственную историю, которую стоит запомнить. Тем временем странный мальчик стоял у входа в церковь, придавая продолжающейся церемонии атмосферу любопытства и таинственности. Его глаза, полные тайн, говорили о том, что он знает то, о чем прихожане не подозревали. Все участники церемонии выглядели взволнованными, за исключением одного человека, таинственного мальчика. Он предвидел нечто странное и знал, что вот-вот возникнет опасность. Во время церемонии таинственный мальчик не сводил глаз с человека в белом одеянии, стоявшего в конце очереди. Он не сводил с него глаз ни на секунду. Этот человек отличался от других. Он был моложе, и у него был странный взгляд. Мальчик уже видел этот взгляд раньше и знал, что он означает. Как раз перед тем, как епископ произнес особую молитву, которая должна была превратить мужчин в преподобных отцов, мальчик внезапно закричал: «Остановитесь! Он сейчас умрет!» Голос мальчика звучал громко и отчетливо, нарушая торжественность церемонии. Он эхом отразился от священных стен церкви, заставив собравшихся замолчать. Все немедленно повернулись и посмотрели на мальчика, широко раскрыв рты. Они начали роптать, и некоторые даже предположили, что церковные старосты вышвырнут мальчика вон. Обеспокоенный епископ попросил мальчика выйти вперед и спросил, почему он сказал что-то настолько тревожное. Мальчик объяснил, что видел, как умер человек в белом одеянии. Епископ был озадачен, потому что все 10 мужчин были одеты в белые одежды, но мальчик настаивал на своем и настаивал на том, что один из них умрет до окончания церемонии. Когда мальчик заговорил,
Сердце каждого из присутствующих замерло под тяжестью его откровения. Невидимая пелена напряжения окутала церковь, заставляя всех нервничать, гадая, что же произойдет дальше. Несколько мгновений спустя председательствующий епископ глубоко вздохнул и попытался улыбкой успокоить встревоженных членов церкви. Он счел предупреждения мальчика банальными и поверил, что 10 человек в безопасности. Однако мальчик настоял на том, чтобы церемония была прекращена, предупредив, что продолжение может привести к смерти. Видя серьезность мальчика, епископ приостановил церемонию и созвал собрание старейшин. Обсуждение быстро приобрело хаотичный характер. Одни поддержали мальчика, а другие отвергли его как суеверного. После часа безрезультатного обсуждения епископ решил продолжить рукоположение, но с усиленными мерами безопасности. По мере продолжения церемонии прихожане разделялись между скептицизмом и беспокойством. Мальчик молчал, и все не могли понять, были ли его предупреждения справедливыми или просто пустыми словами. Наконец, епископ с выражением глубокого страха на лице подошел к мужчинам и возложил руки им на головы, даруя им власть священства. Как только епископ рукоположил последнего священника, толпа сразу же закричала от радости. Они были рады, что пророчество не сбылось. К сожалению, празднование было недолгим. В результате неожиданного поворота событий один из недавно рукоположенных священников, отец Пол, отшатнулся назад, схватившись от боли за грудь. Его лицо внезапно побледнело, а затем он рухнул на землю. Люди в церкви запаниковали, и начался хаос, когда они пытались ему помочь. Ошеломленный епископ быстро обратился за медицинской помощью. К сожалению, несмотря на все их усилия, было уже слишком поздно. Отец Пол скончался. Без промедления были вызваны представители властей, которые начали тщательное расследование неожиданной кончины этого человека. Врачи также провели вскрытие, чтобы определить причину смерти, но, ко всеобщему удивлению, они не смогли найти никакой причины, по которой умер отец Пол. Это была полная загадка, которая озадачила членов церкви. 2 месяца спустя полицейское расследование выявило некоторые поразительные факты об отце Поле. Полиция обнаружила, что отец Пол вел двойную жизнь. Будучи семинаристом, покойный священник был заядлым курильщиком, игроком и бабником. Пророчество мальчика открыло истину, скрытую во тьме. По мере распространения новостей об откровении, те, кто когда-то боялся странных способностей мальчика, начали видеть его в новом свете. Страх уступил место уважению, и теперь его считали ценным и желанным человеком. На других священников, рукоположенных в тот день, смерть отца Пола оказала глубокое влияние. Они взяли на себя обязательство вести праведный образ жизни и твердо придерживаться своих убеждений. Члены церкви, которые раньше относились к мальчику настороженно, узнали, что он внук мудрой пожилой слепой женщины, живущей в тихой части города. Они начали навещать мальчика и его бабушку, принося еду и одежду в их скромный дом. В последующие месяцы церковь претерпела глубокие изменения. Кончина отца Пола послужила убедительным напоминанием о хрупкости жизни и о том, как важно не принимать время как должное. Прихожане сблизились, у них появилась мотивация жить целеустремленно и дорожить каждым мгновением, проведенным вместе. Мальчик, такой же загадочный, как и всегда, продолжал произносить пророчества, спасая тех, кто решил поверить в него.